Хау, я Игорь. Лапша быстрого приготовления, лапша быстрого приготовления, лапша быстрого приготовления постоянно на моем канале. И решил я сделать небольшой перерыв от лапши быстрого приготовления и заказал вот такую вот штучку. Итак, вашему вниманию не просто рис быстрого приготовления, а это, судя по описанию товара, саморазогревающийся рис. То есть нам не нужен будет кипяток опять, нам не нужны будут чайники, костры, котелки, сухое горючее, вот такая вся штука. А нам понадобится только вода холодная и желание перекусить прикольной китайской едой. Давайте я сниму шкурку с этого банана. Беру его в сторону и будем смотреть картинку. Итак, это у нас рис с чем-то вот, судя по изображению, это перчики, либо картошка, либо ананасы. И мясо тут, наверное, какое-то даже есть. И все у нас на китайском, все на китайском. Как готовить непонятно. А нет, понятно. Итак, мы первое, что делаем, распаковываем всю эту пирамиду, высыпаем все в одну чашку, ложим разогревательный элемент, заливаем водой, которая, как на рисунке, она внутри оказывается. Кладем туда нашу чашку, накрываем вот этой непонятной штукой, шапкой. Шапка, как в этом была. У Гарри Поттера шапка, знающая вот эту, которую распределяем. Шапка распределения, вспомнил. И все, и вот 12-15 китайских иероглифов, и она готова. Инструкция нам больше не понадобится. Мы все запомнили. Итак, открываем, смотрим и наслаждаемся изобретением китайской эволюции. Тут у нас шарики какие-то. Шарики. Как ничем не пахнет вкусно. Тут у нас какой-то бульон, там даже соус с какими-то кусочками чего-то. Здесь у нас рис. Смотрите. Рис быстрого приготовления. Первый раз. Вода. Скорее всего, это дистиллированная вода. Так как она, скорее всего, быстрее будет в реакцию вступать с разогревательным этим элементом. И вот наша миска для приготовления. Что она плотная такая прям. Офигенно. Что у нас есть внутри? Ложка. Китайская. Классная такая ложка. Плотная. Смотрите, она даже почти не гнется. Мы попробуем ей навернуть. Я хотя взял тут с собой инструменты. Здесь у нас есть. Вот в отличие от той лапши, да, которая саморазогревающаяся. Смотрите, у нас здесь есть салфетка. Смотрите, как китайцы позаботились о нас. Здесь есть зубочисточка. То есть, когда мы покушали мяско, и в наших русских зубках застряло оно, их не китайское мяско, мы можем их вот этим копьем выкурить оттуда, из нашего зубного состава. Сам разогревательный элемент, на котором восклицательные знаки и китайцы повторили 805 раз. Не ешь это ртом, не ешь это в рот и тому подобное. Есть вторая вода. Две воды. А какая из них куда? Как понять? Как понять? Придется, наверное, сейчас переводить. Потому что какая-то вода... О, это... Хо-хо-хо-хо-хо. Смотрите, это мешочек. Мешочек. Смотрите, китайский мешочек. Это, скорее всего, китайцы же очень, такие... Ответственные. И это, скорее всего, мешочек под мусор. То есть мы покушали, все это в мешочек сложили и потом, где надо, в мусорку выкинули. У меня тут своя мусорка. А где-то сейчас в рисунке вот он, мешок, наверное, и был изображен, нет?
Это типа накрывать им. Возможно, не крышка, да? А нет, ну крышка-то вон она, с дырочкой. Скорее всего, это под мусор. Итак, мне нужен будет переводчик, чтобы понять, какая вода, куда у нас упаковка питьевой воды. Пожалуйста, налейте эту воду поверх горячего пакета. Упакованная питьевая вода от лихорадки. Хорошо, от лихорадки это вот. Они опять какой-то там вирус хотят завести. Сейчас лихорадка Эболы накроет нас. Упаковка питьевой воды для приготовления пищи. Пожалуйста, добавьте эту воду в рис или лапшу. Вот. Это у нас для риса зелененькая, да, я бы мог и сам догадаться. Но китайцы специально для разумных и умных людей вот эти пакетики у нас раскрасили зеленым цветом для риса. Для риса зеленым цветом. А для разогревательного элемента красный. Чтобы такие, как я, не прибегали к использованию переводчиков. Но у таких, как я, не хватает тяму, чтобы догадаться. Ну и доверяй, но проверяй. Особенно китайцы. Начинаем приготовление нашего шикарного блюда. Это мы пока положим вот сюда. Вот она наша миска. Салфеткой мы потом вытрем наши шикарные усы и бороду. Начинаем. Засыпаем рис. И сам. Это было мощное колдунство. Вот что язык китайский животворящий делает. Порвался мешок риса. Ощущаю себя сейчас мощным кунг-фу китайским городовым. Короче, ладно. Сейчас я немножко здесь со стола это все смету. Плов. Китайский плов. И он готов. Давайте зальем, наверное, сначала воду. Чтобы рис пропитался водичкой. Потом сверху набурбулим бульон. Вот этот. Или мясо, кто там. Вот так. Воды. Чуть больше риса. Рис скрылся в воде. Ну, как, в принципе, и положено. Ах ты. Ах ты, китайский изобретатель. Как оно обалденно пахнет. Это и правда там картошка. Короче, давайте я вам покажу это дело. То вы уже мне не поверите. На слово-то. Офигенно. Сегодня буду хавать. Сегодня буду хавать. Итак, смотрите. Жирок уже начал плавать. Это у нас картошечка. Мяско натуральное говяжье. Морковка. А пахнет. Понюхайте. Сейчас я вам дам. Подождите. Чувствуете? Обалденно пахнет, да? Итак. Блин, какая классная фигня. Я еще такую закажу. Ссылка, кстати, на него будет в описании. Я не помню, ну, вот здесь укажу цену сейчас. И ссылку в описании оставлю. Дороговато она стоит. Блин, она прикольная. Я не знаю, там есть еще разные вкусы. Я попробую заказать. Потом еще какую-нибудь другую рисовую кашку. Мы с вами еще какую-нибудь попробуем. Наш разогревательный элемент. Заливаем туда нашу разогревательную воду. Вот, кстати, прикольно. Вода вся в наличии. Да, вот вы в поле пошли, не факт, что у вас вода с собой есть. Она тут вся в наличии. Все есть. Салфеточки, пакетики под мусор. Все. В отличие от той. Та лапша стоит дороже, чуть ли не в 2 раза. А, к сожалению, она не приспособлена для супер-мега полевых условий. А это вы в подмышку засунули с собой, в горы пошли, воду в ладошках растопили, оп, налили. Итак, давайте посмотрим. О, смотрите, надувается. Пошла жара. Как тебя теперь туда поместить? Горячая. Горячая там пара дует. И все, закрываем.
Пошел процесс. Пошел. И все, засекаем 12, а лучше 15 минут, чтобы рис получше сварился. И для вас пролетит мгновение, а у меня будет слюноотделение. Коне, Русь далекие тысячелетия. Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей и голосами их детей. Итак, даже уже не парит. Прошло, так, сколько? 17, даже 18 минут. Мне кажется, ох, конденсат. Как бы вот это вот все теперь дело. Что ж ты, гадюка, китайская такая горячая. Вся вода выкипела. Короче. И вот, крышку тоже в утиль. Давайте перемешаем. Смотрите, рис приготовился. О, прикольно. Вся водичка впиталась. Сейчас мы вот это все в дело замешаем. Пригорел, что ли? Классно. Молодцы, китайцы. Молодцы. Ну и переходим к самому интересному. Давайте попробуем рисик. Ну, рис не рассыпчатый. Не как в плове. Но он обалденный. Он прям классно вкусный. Давайте морковочку. Ну смотрите. Видите, как она крупная. Она вообще прям изи мягкая. Картофанчик. Тоже мягкий, нежный. И вон, смотрите. Миско. Как вы думаете, говядина, свинина? Мне кажется, говядина. Прям нежная тает во рту. Короче. Рисик вот такой. Блюдо вот такое. Его тут много. А я погнал. Она вообще не острая. Она просто обалденная. Молодцы китайцы, респект вам вообще. Я еще такую закажу. Обязательно снимем еще такой обзорчик. Все как надо, пошли на рыбалочку. Отдыхать куда-то. Просто с собой одну коробочку, и у вас готовое блюдо. На велике поехали. На речку. Почему бы нет? Классно. Горячее, сытное блюдо. Самое главное есть зубочистка. Топчик. Мой вам совет: попробуйте, закажите, не пожалейте денег. Офигенное блюдо. Вот такое вот. А самое главное, помните, что не вещи красят человека, а то, что у него внутри. Чао! Все ссылки на товары и на мои соцсети в описании. Спасибо всем, кто подписывается, оставляет комментарии и ставит лайки.